Мобильный рюкзак имеет две функции. Первая для эвакуации, второе – сохранение всего необходимого под рукой. Формируется хотя бы в минимальном виде для каждого члена семьи. Аптечка. У взрослых одна основная и одна маленькая в быстром доступе. У детей только маленькая в быстром доступе и самостоятельно ею не пользуются. Что обязательно должно быть? Бинты от аллергии, от температуры, обезболивающее, хлоргексидин. Именно хлоргексидин, а не перекись водорода или спирт. И лейкопластырь. К слову, очень удобен хирургический пластырь. Вода. Бутылочки по 0,5 литра, причем у каждого своя. И именно 0,5, потому что 1,5 или 2 литра слишком большие. Их не засунешь в карман, и есть определенная вероятность, что они будут вас замедлять или мешать. И есть вероятность, что вы все-таки сбросите, чтобы она вам не мешала. Еда. Возьмите перекус на 2-3 раза. Важно, чтобы это было в запакованных zip-пакетах. Почему перепаковывать, если вы не доели, чтобы вы имели возможность его спрятать? Также учитывайте, что еда, которую вы берете, не должна нуждаться в готовке. Возьмите с собой несколько пакетиков чая, кофе или другого напитка, на случай, если у вас появится возможность организовать себе кипяток, чтобы вы могли взбодриться. Также возьмите шоколад или что-то сладкое. Это очень важно. Всегда носите конфету в кармане. Документы. Также храните в герметичных zip-пакетах. Кроме паспорта и основных документов, вложите бумажку с вашей группой крови. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, если у вас есть какие-то аллергические заболевания, также напишите в этот листик и спрячьте вместе с документами. Документы не храните во внешних карманах куртки, не храните в куртке, не храните в сумках. Документы всегда должны быть при себе, например, в штанах. Или же существуют специальные пакетики, которые вешаются на грудь. Документы всегда носите при себе. Деньги. Деньги не храните одной суммой. Распределите на небольшие пачки. Желательно, чтобы мелкие разменные деньги лежали отдельно, крупные деньги лежали отдельно. Также выделите некую сумму, условную сумму денег, к которой вы не прикасайтесь до последнего и спрячьте ее основательно. На случай полной катастрофы, если обвалится валюта или же у вас не будет возможности рассчитаться валютой, неплохо бы иметь при себе несколько серебряных или золотых украшений, которые можно выменять. Золото и серебро всегда в ходу, их легко хранить, они не боятся воды. Свисток висит на шее или в быстром доступе. Там, куда вы потянетесь в случае стресса. Свисток нужен для аварийной подачи сигнала, потому что кричать не везде получится и недолго получится. Особенно если это запыленное или задымленное помещение. Вы просто не сможете набрать столько воздуха в грудь, чтобы крикнуть. А вот свистком можно. У детях на каждом персонально свисток. Причем договоритесь, что свистком пользоваться только в крайнем случае. И 3 свистка означают «все бросай и беги сюда». Фонарик. У каждого свой. Очень важная вещь. Кроме фонарика, носите запасные батарейки. Всегда в кармане. Если у вас нет фонарика, купите. Лишним точно не будет. Складной нож или мультитул. Не предмет нулевой необходимости, но крайне полезная вещь. Плохой нож – лучше никакого ножа. Плохой фонарик – лучше никакого фонарика. Защитные очки, хотя бы строительные. Глаза – крайне ценная вещь, и глаза крайне легко повредить. Любые эвакуации, все эвакуации только в очках. Связь. Не выходите из дома без телефона. Не выходите из дома без запасного кнопочного телефона. Не выходите из дома без павербанки. Вы никогда не знаете, в какой момент вам где придется задержаться. Вы никогда не знаете, в какой момент вам придется переночевать не дома. У вас должна быть запасная связь, у вас должны быть средства продления работы вашего устройства, павербанка. Очень полезно иметь при себе маленькое радио. Старые кнопочные телефоны типа Nokia оснащены такой функцией, не забывайте про нее, потому что самая важная и самая срочная информация передается и по радио в том числе. Но не забывайте, что радио – это демаскирующий фактор. Учитывайте, при какой громкости оно сработает, и учитывайте, где и когда оно у вас включено. Также большинство старых телефонов работают в режиме радио только при подключенных наушниках. Не забывайте, что пользуемся только одним наушником, чтобы второе ухо у вас работало на оценку окружающей обстановки. Одежда. Положите в рюкзак хотя бы один элемент теплой одежды и отдавайте предпочтение современным материалам. Лучше современная тонкая флисовая кофта, чем старый толстый шерстяной свитер. Также возьмите с собой белье, трусы и носки с расчетом не стираться хотя бы дней 5. Вы никогда не знаете, когда будете отрезаны от воды, когда будете отрезаны от дома. Кроме всего этого, возьмите еще несколько запасных зиплоков. Да, вся одежда должна быть запакована герметично. Запасные зиплоки нужны для того, чтобы там прятать грязную одежду, которую вам негде стирать. Гигиена. Не проблема первые 2 дня, но начиная с 3-го дня изоляции серьезная проблема. Обязательно положите с собой кусочек мыла. Не надо волочить весь брусок. Положите небольшой кусочек, причем желательно универсального мыла, которым вы можете и мыться, и мыть голову, и стирать свои вещи. Мыло запакуйте герметично. Немного зубной пасты. Еще раз, немного зубной пасты. Лучше у каждого по чуть-чуть, чем один большой запас у одного конкретного человека. Зубные щетки. У щетки можно отломать основание, оставив только саму щетку. Она займет гораздо меньше места.
Возьмите с собой микрофибровое полотенце, флисовое полотенце, какое-нибудь небольшое полотенце, которым вы можете пользоваться. Если у вас в наличии только большое банное полотенце, вы можете от него отрезать кусок и этот кусочек положить. Вам не нужно много, вам нужно минимально. Если повезет, если у вас есть еще возможность их найти, я очень рекомендую салфетки Estem, мыльные салфетки Estem. На них достаточно добавить немножко воды, вспенить, и этим можно уже вымыться. К слову, у нас есть на них обзор, вы можете посмотреть, чтобы понять, о чем идет речь. Туалетная бумага. Снова-таки, если вам не влазит целый рулон, а бумага это супер универсальная вещь, вы можете взять с собой небольшой обмоток бумаги, также запаковав его герметично. Также очень полезно с собой иметь маникюрные ножнички, суперценная вещь, и пинцет. Маникюрные ножнички и пинцет очень недооцененная вещь, как в плане гигиены, потому что когда отрастают ногти, в моем случае, начиная с 5-го дня, это уже проблема. Если я нахожусь в пути, если я нахожусь в состоянии эвакуации, если я нахожусь в состоянии укрывания в убежище, мне некогда заниматься ногтями. Если они отрастают, это вопрос не только эстетики, это вопрос того, что я могу где-то отбить этот ноготь, я могу где-то им зацепиться, срезать его, мне будет дискомфортно, у меня будет открытая рана, я уже не могу держать инструмент так прочно, как мог. То же самое касается кутикул, ну и прочих нюансов. Ножнички позволяют держать это в надлежащем состоянии. Для чего нужен пинцет? Начиная от простых гигиенических задач, заканчивая банально. Где-то тиранулись об забор, повредили себе руку, у вас много всякого мусора. Что смогли вымыть, то смогли вымыть. Если где-то осталась какая-то щепка-скалка, вы не полезете туда пальцами. А вот тоненьким пинцетиком подобраться будет куда легче. Это и гигиенические задачи, это и медицинские задачи. Плюс, супер неочевидно, например, у вас где-то подвыкрутился болтик, и вам нужно его удержать, пока его подкручиваете. Какие-то моменты электроники, какие-то моменты прочистить ваш инструмент. Например, на мультитулах каналы, в которых находятся инструменты. Каналы довольно глубокие. Чем-то туда подлезть мне неудобно. Вытачивать специальную палочку только ради этого, ну не то чтобы прям. А вот тоненьким пинцетиком туда залезть, это да. К слову, насколько я знаю, изначально пинцеты на Victorinox'ах делались как раз для чистки инструмента. Блокнот и карандаш. Поместите блокнот в герметичный пакет и добавьте к нему карандаш. Карандаш удобнее ручки в том плане, что если ваш блокнот намокнет, то чернильные записи потекут, в отличие от грифельных. Здорово, если есть еще один супер резервный, супер маленький блокнотик где-то там в заначке. Подпишите свои блокноты и впишите туда номера своих телефонов. На случай, если вы где-то по глупости оставите свой блокнотик, чтобы человек, который из вашего лагеря его найдет, смог опознать, позвонить по этому номеру и найти вас. Зажигалка. Из всех зажигалок, которые я перепробовал, на мой взгляд, лучше всего зажигалка Клипер. Лучше всего, прежде всего, потому что здесь толстый барабан, который легко зажигать в перчатках, замерзшими руками, и легко зажигать на ощупь в темноте. Во-вторых, потому что она легко почистится. Если я где-то ее уронил в грязь, если на нее наступили люди, я могу ее разобрать, выкрутить здесь болт, и у меня освободится барабан. Этот барабан я могу продуть, я могу его промыть в воде, собрать зажигалку назад, и она продолжит работать. Из всех, что я перепробовал, лучше всего Клипер. На зажигалку удобно понаматывать тейп. Либо липкую ленту, либо, как в моем случае, 2 вида изоленты. Изолента нужна для ремонта снаряжения, для маркировки чего-либо, для подклеивания чего-либо, для скрепления чего-либо. Например, мне нужно соединить 2 балки, я могу их, если у меня нет веревки или чего-либо другого, смотать тейпом. В данном случае у меня здесь простая изолента, обычная, которая используется для проводов, и изолента для высоковольтных проводов. Изолента для высоковольтных проводов тряпчаная. Ее очень сложно порвать. У нее колоссальная нагрузка на разрыв, и единственный способ ее отделить от катушки, в моем случае, это отрезать ножом. Я не могу ее разорвать. Также я рекомендую приобрести тейп. Он же армированный скотч, он серый, он же иногда называется duct tape. Лучший из всех, что мы перепробовали, продается в эпицентре, на нем нарисована маленькая машинка. Тейпы понаматывайте на все, на что можно. На бутылки понаматывайте, на кружки понаматывайте. Так лучше и удобнее, чем носить с собой бухту. Потому что бухту потеряли, у вас нет тейпа. Бухта занимает место. Если везде понаматывали, он у вас есть везде. Также не забудьте, нитка-иголка. Неожиданно востребованный ресурс. Потому что, как правило, одежды у вас немного. В моем случае у меня только одни штаны. В моем случае у меня только одна рубашка. Где достать новую сейчас, я не представляю. Если они порвутся, я смогу их зашить. Нитка и иголка. Причем никогда не экономьте на нитке, на иголке. Если у вас есть возможность, найдите большой текстильный магазин, попросите самую лучшую нитку, самую прочную нитку и попросите самую лучшую иголку. Она будет в 3-5 раз дороже, чем простые иголки, выставленные на витрине, но оно того стоит. Номера телефонов. Как оказалось, неожиданный инсайт. Запишите самые важные номера телефонов и положите в непромокаемый пакетик. 2 номера выучите наизусть и убедитесь, чтобы каждый член вашей семьи или группы выучил 2 номера. Это личный и номер человека, которому вы доверяете.
Очевидно, да, это для того, чтобы, если вы лишитесь своего телефона, чтобы вы могли взять чужой и с чужого позвонить. И это живая история, это история близкого мне человека, который не выходил на связь 5 дней. Я места себе не находил. Оказалось, что его телефон промок, и прежде чем он смог добыть другой, прошло время. И да, моего номера он не помнил. Поэтому 2 номера, свой и тот, кому доверяете. Из опционального я очень рекомендую взять с собой какую-нибудь жестянку. Железную кружку, в которой вы можете готовить еду на открытом огне. Не очевидно, но очень пригождается, и я думаю, без нее я бы очень страдал. Также рекомендую взять с собой веревку. Опционально, если будет возможность ее добыть. Из всех веревок я рекомендую именно паракорд. Прежде всего, потому что он мягкий, с ним удобно вязать узлы, и он их хорошо держит. Также, потому что внутри паракорда находится 7 других ниточек. То есть при необходимости из одного условного куска вы можете сделать 8. 7 ниточек плюс оплетка. Бумажная карта и компас исключительно опционально, при условии, что они у вас уже есть, и при условии, что вы умеете с ними обращаться. Мне доводилось встречать людей, которые пешком шли из городов вдоль трассы и пытались уйти от опасности. Если вы умеете обращаться с картой, если у вас есть компас и вы знаете, куда вы идете, да. Если вам сейчас ради этого нужно будет идти на какие-то риски, нет. Наручные часы. Удивительно полезная вещь. Она позволяет отмерять время, потому что, находясь в темноте, находясь в убежище, вы не знаете, сколько времени прошло, вы не можете рассчитывать свои планы на день, вы не можете рассчитывать, организовывать работу других людей, и время растягивается в бесконечность. Часы. Причем часы лучше телефона в том плане, что вы не разряжаете телефон, а телефон — это средство связи. Ноутбук. В данный момент я лишен своего ноутбука, и сейчас мне его очень не хватает. Вы должны понимать, что ваши компьютеры, прежде всего, это актив, при помощи которого вы можете зарабатывать деньги и продолжать свою работу, находясь не дома. А второе — это ваша личная информация, которая имеет для вас большую ценность, чем для кого-либо другого, и может вам принести вред больше, чем кому-либо другому. Поэтому, если у вас есть возможность вывести ноутбук, вы его вывозите. Если у вас стационарные компьютеры или нет возможности вывести ноутбук, позаботьтесь о сохранении вашей личной информации, повыходите из всех аккаунтов. Желательно поменяйте пароли, желательно отформатируйте диски. Тревожный чемоданчик или эвакуационный рюкзак – это не панацея, это не таблетка от всех бед, но он существенно сокращает время и существенно увеличивает удобство эвакуации. Распространяйте это видео, поделитесь им с друзьями, особенно с теми друзьями, кто не походник и кто не увлекался темами выживания и безопасности в городе. И буду рад встретиться вживую. С вами была команда KL Survival.